Комиксы. Бесконечный источник материала для создания фильмов, телешоу и мультфильмов. Есть герои, способные пережить любую адаптацию в любом формате, будь то серьезный фильм или мультфильм для детей дошкольного возраста. Вспомните хотя бы Бэтмена. Под этот шаблон можно подогнать практически любого персонажа из этого мейнстрима вашего, Marvel и DC. Но есть персонажи, киношная и мультяшная адаптация которых дело не такое уж простое. Они едва могут ужиться в мультяшном формате, как и телешоу, ведь рассчитаны они на взрослую аудиторию, а мультики смотрят дети. Телешоу смотрят и взрослые тоже, но рейтинг у таких сериалов едва ли будет высок. Именно к таким персонажам относится созданная Брайаном Пулидо Леди Смерть. На мой взгляд, Леди Смерть — прекрасная героиня, которая вполне заслуживает полноценного фильма, но такового пока что не предвидится. Приходится довольствоваться комиксами и вот этим творением, о котором я решил немного рассказать после его просмотра. Первое хорошее, что хочу сказать, очень рад, что авторы не пошли стопами попсовости и не сделали из героини нечто общевозрастное. Мультфильм рассчитан на зрителей старше 16 лет, и в нем присутствует Леди Смерть в латексе. Одна штука. Зубастые и клыкастые демоны в ассортименте. Плюс ко всему, некоторое количество кровавых сцен прилагается. Собственно, сюжет в рамках часа с небольшим охватывает довольно большую часть истории Леди Смерть, а именно все с самого начала и до победы над Люцифером. Начинается все с милой девушки Хоуп, отец которой оказывается князем тьмы. Он собирает на земле души для своей армии, и выбор его в итоге падает на возлюбленного Хоуп. После этого его решают прикончить местные жители, но он благополучно сваливает в ад, оставив Надюху, то есть Хоуп, на растерзание разгневанным крестьянам с вилами и факелами. Выбор у нее остается невелик: либо превратиться в шашлык на костре, либо присоединиться к батьке. Сначала она предпочитает первое, но когда дело начинает пахнуть жареным, и в прямом смысле этой фразы, между прочим, она резко передумывает и отправляется в ад. Там она встречает крематора, закрешившись с которым она разворачивает полномасштабную кампанию против папашки с рогами на ширине плеч. Большой минус состоит в том, что довольно длинную историю попытались запихнуть в достаточно короткий мультфильм. Повествование выглядит слишком натянутым и сбивчивым. Можно, конечно, обвинить сценариста, но мне кажется, что, как ни крути, лучше бы все равно не вышло при такой продолжительности. Само графическое исполнение и постановка тоже на высоте. Понятно, что это не Дисней, и мульт-красот ждать не приходится. В целом, картинка на экране тошноты не вызывает и смотрится вполне сносно. А вот постановкой дела обстоят куда хуже. Боевые сцены смотрятся до ужаса примитивно. Особенно тренировка Леди Смерти Крематора. Кроме скрещенных мечей и момента а-ля Street Fighter с видом сбоку, я ничего не запомнил. Даже сражение двух орд демонов, которое по умолчанию должно выглядеть эпично в конце концов, смотрится как-то, немножко неуклюже. Да, и финальная битва с Люцифером больше напоминает мультсериал, только с той разницей, что здесь это огромная лужа кровищи. Про папашку с большими рогами я уже упомянул. Тогда скажу пару слов о других персонажах. Собственно, второй хороший парень в мультфильме — это Крематор. Довольно позитивный дядька вышел. Не падает духом, хоть и получил в свое время затрещину от самого Люцифера. Шут-шпион Паган. Прикольный перс со своим подленьким характером. Сама проработка которого получилась очень хорошей. В общем-то и все. На самом деле, мне кажется, что действующих лиц тут маловато. Хотелось бы увидеть еще кого-нибудь из репертуара Chaos Comics. Например, Бедлама или Злого Эрни. Но опять же, продолжительность мультфильма этого не позволяет. Кстати, мне вот всегда было интересно, где Леди Смерть в 14 веке смогла раздобыть помаду и такой классный костюмчик из латекса. В те времена в аду уже встречались секс-шопы? Не думаю. Но давайте-ка подведем итоги.
В целом, мультфильм вполне смотрибелен, и те, кто любит комиксы про Леди Смерть, получат от него хоть и небольшое, но удовольствие. Пусть тут нет супер навороченных спецэффектов и сильного сюжета, история вышла целостной, пусть и несколько сбивчивой. За неимением другого медиаматериала с этой героиней мультфильм вполне можно посмотреть. Довольно-таки хорош. Между прочим, официального издания мультфильма у нас в стране не было, так что советую смотреть на английском либо с субтитрами. Ну, а если ты хочешь побольше узнать о Chaos Comics, то пиши об этом в комментариях. Штука очень необычная и очень интересная. С удовольствием поведаю вам о них. Ну а на этом все. Спасибо, что заглянул в Фэнтези Таверну. Увидимся очень скоро.